Всем привет, народ! И сегодня мы поговорим, обсудим тапалку Donut, что же у нас нового такого произошло и к чему это все у нас приведет в будущем. Немножечко правила игры меняются, но они нас об этом предупреждали в своих там тайных и очень мифических постах. Вот у нас наступила фаза та, когда у нас появились наши ранги. Ранги обычного копа, там, патрульного, шерифа и элитный ранг, элитный статус. И теперь вот что происходит. Мы этот элитный статус можем с вами покупать за тон. И сейчас у нас появился новый ивент в Donut, в котором мы можем получить тот самый статус на 3 дня пробничком. Для этого нам нужно внести туда, опять же, донат. Что нам дает этот элитный статус? Мы, во-первых, получаем больше донтов за приготовление наших пончиков. Донт токена нашего 1% навсегда к нашим рефералам. Для этого нам нужно закончить 2 вот этих ивента, и мы тогда получим этот статус. Этот статус получим. Давайте переходим с вами в Donut и смотрим. Навсегда от вложенных френдов 1% нам дает этот статус элитный. И вот я патрульный, до сих пор ничего не изменилось. И вот у нас появилась эта вкладочка. 9 дней длится ивент. И что же нам нужно для этого ивента? Нам нужно приготовить вот такой вот пончик. Я тут пробовал даже, наверное, нет? Нет, почему-то у меня уже началось закрашиваться. И вот готовить его нужно нам. Этот пончик, приготовить его, внести сюда донат, соответственно, чтобы его приготовить. Их тут 5 штук у нас опять в этом ивенте, как и в новогоднем было, получается. И это у нас китайский Новый год. Китайский Новый год и вот Donut в виде китайского, наш пончик в виде такого рождественского новогоднего китайского пончика. К чему же это все у нас приведет, все эти элитные статусы, наши с вами статусы? У меня вот опять закрывается все это дело, мой баланс. И давайте перейдем в лидерборд. Я покажу вам и выскажу свои мысли по поводу всего этого, что у нас здесь происходит. Вот он я на 1257 месте, у меня 20 тысяч этого самого Donut токена Donut. И здесь вот у нас в лидерборде есть наши лидеры, те, кто вносит много донатов, это блогеры, инфлюенсеры, криптоинвесторы и так далее. И так далее, люди, у которых очень много денежков, которые знают, куда нужно их заносить. То есть, если все эти люди здесь вносят столько доната, значит, соответственно, эта тапалка раздаст, никуда она не денется, они просто так в непонятные проекты залетать не будут. И поэтому они здесь вот донатят и получат большие-большие крупные дропы. В отличие, наверное, скорее всего, от нас. Видите, вот первый человек на первом месте, да, Ладесов, у него уже 2 миллиарда донтов этих монеточек, донтов. 20 миллиардов. У меня всего 20 тысяч. 20 миллиардов. 2 миллиарда. 2 миллиарда у него токенов. У меня всего 20 тысяч. Разница у нас с ним в 100 тысяч раз. То есть в 100 тысяч раз у нас с ним разница получается. А после него, это топовый у нас получается, наверное, блогер-инфлюенсер. Я не знаю, если честно, кто это. Напишите в комментариях, если вы знаете, кто это. Я, к сожалению, не знаю этого человека. Но мне кажется, да, это какой-то из блогеров, скорее всего, крипто какой-то блогер. И следующий от него отстает чуть ли не в 5 раз. И потом уже пошли они более-менее тут в притирочку к друг другу. Но даже от второго места я отстаю в 20 тысяч раз. То есть у него на 20 тысяч раз больше токенов сейчас на данный момент, чем у меня. К чему я вообще все это веду? Если вы смотрели мой предыдущий ролик про ЗУ, да, я там рассказывал про разделение в тапалках. Если раньше у нас были какие? Бесплатные тапалки, да, и там кто пригнал больше рефералов, получается, тот заработал больше дропа. Кто чаще тапал, да, тот, из простых, тот больше заработал. Потом пошли донатные. Кто вносит донат, тот заработал. Сколько внес, соответственно, столько заработал, там, x2, x3. Если бесплатно тапал, то немножечко заработал. Сейчас у нас, видите, все, во-первых, абсолютно платное почти в 90% случаев. А во-вторых, здесь очень-очень завязано все на том, что чем больше ты вносишь донаты, тем, соответственно, в геометрической прогрессии у тебя растет получение дропа. Ну и давайте попробуем образно, мысленно так прикинуть. Я думаю,
все-таки 100 миллиардов все равно большая капитализация, но 50 миллиардов, теоретически 50 миллиардов эмиссия, точнее не капитализация, эмиссия токена 50 миллиардов, в принципе, нормально. Вот здесь у нас люди забрали там 3 миллиарда, да, здесь там еще пару миллиардов, ну и остальные там все, что насыпали, миллионы здесь. Думаю, 50 миллиардов, из них там 70% на нас, то есть 35 миллиардов, да, остальные там маркетмейкерам, на экосистему, команде и тому подобное. И вот давайте попробуем теоретически это все прикинуть. Вот 50 миллиардов эмиссия нашего проекта Donut, 50 миллиардов токенов. Капитализация в 100 миллионов долларов при таком большом донате в эту тапалку, в принципе, вполне реально. Вполне реально выйти на такую капитализацию на листинге для такого проекта с таким большим количеством внесенных туда средств. И если мы с вами 100 миллионов наших долларов капитализации поделим на 50 миллиардов эмиссию токена, то получается у нас 2,02. 2,02 стоимость одного токена Donut. То есть, 0,2 цента. 0,2 цента. И вот теоретически у меня там, грубо говоря, умножаем на 21 тысячу токенов. Я получу 42 доллара. Внес я сюда 33. 33 доллара я сюда внес, 42 забрал. В принципе, x1,5. Вполне реально. Вот сейчас мой расчет был вполне таки себе реальный. 42 доллара я отсюда забираю, но образно, ради интереса, я хочу просто проверить, сколько заберет этот человек. Ладесов, вот этот вот наш Ладесов, при его 2 миллиардах токенах и цене 0,2 тысячных, это 4 миллиона долларов. Я не знаю, насколько это реально. Да, давайте посмотрим того, кого я знаю, допустим. Образно. Вот Слава у нас есть, Семенчук. Семенчук Слава, у него вот 142 миллиона токенов, да. 142 миллиона токенов умножаем на 0,202 равно 284 тысячи долларов. Ну, мне кажется, запредельные цифры, да, запредельные цифры. И люди навряд ли столько получат. Хотя, кто его знает. Кто его знает, допустим, давайте попробуем здесь Славу Семенчука найти. Он же по-любому отсюда уже тончик у нас выводил. Да, вот он вывел 470 отсюда тонны уже. Это со своих рефералов. Он уже забрал отсюда 2500 долларов. Я думаю, внес он сюда предостаточно. Возможно, даже побольше. А может быть и поменьше. Но, в принципе, если рассчитывать по моему количеству токенов, то, в принципе, реальная цена 2,02 для этого проекта. Если вот смотреть на эти лидерборды, то какие-то чересчур баснословные суммы. Как вы думаете вообще, как вы считаете? То есть, если даже я получу половину от своих вложенных, да, половину от своих вложенных, то есть это я, грубо говоря, 15 долларов получу, мы разделим на мое количество токенов, получится, что 3,075. И если мы умножим на того же, давайте, Славу Семенчука, 42 миллиона, то он получит 106 тысяч долларов. Очень какие-то баснословные цифры, вам не кажется? Мне кажется, что это баснословные. И вот это вот меня пугает. К чему я вообще все это приводил, все эти расчеты? То, что, судя по вот этому лидерборду, я думаю, эти люди, теоретически должны получить, они уже, Слава забрал 2500 долларов, да, если он сверху еще там получит 20 тысяч долларов, это будет очень хороший для него дроп. Мне кажется так. Мне кажется, внес он сюда поменьше. Внес около, может, 5000 долларов, да, и заберет 20 тысяч долларов. Но тогда, если мы из этого расчета берем, то мое количество монет, если мы умножим на те цифры, которые мы сейчас вот считаем, Слава, в 20 тысяч долларов, то я вообще не получу ничего, получается. Там $2, внеся сюда 33. Очень странно и непонятно распределены вот эти вот токены. И как все это мы будем получать на дропе, вот это меня и пугает. Эта тапалка очень загадочная. И вот эта вот загадка с их токеномикой у меня в голове наталкивает меня на мысль, что не стоит принимать участие вот в этих ивентах, еще дополнительно сюда вкладывать какие-то средства. Потому что видите, насколько там большой разрыв. И не факт, что я что-то здесь получу вообще. Получу ли хотя бы даже свое.
Но лидерборд у нас лидербордом. Вот эти цифры здесь за приготовленные нами пончики. То есть вот данные цифры, это по сути у нас за донат. Все, что заработали мы, задонатя сюда деньги. То есть вот этот человек задонатил сюда очень много денег, да. Слава Семичук там поменьше, почти в 15 раз там меньше денег задонатил. Но у нас есть еще и основная цифра, она находится вот здесь. Если мы перейдем с вами в свой основной аккаунт, то здесь у нас цифра совсем другая. Здесь у нас 44 200 монет. 44 200 монет. И какая из этих цифр все-таки я получу из лидерборда по приготовленным донатам? Или вот эту за выполненные задания, это, скорее всего, там выполненные задания и тому подобное, да? То есть вот это будет цифра или та, которую я задоначу. То есть если в этой цифре, то достаточно 2.01 цены, чтобы я забрал $44 своих и x1,5 сделал, в принципе, от вложенных. Но опять же, перейдя сюда и взяв Славу Семичука, то это будет 144 тысячи долларов. Мне кажется, это неправдоподобные какие-то цифры. Напишите в комментариях, как вы думаете вообще, вот эти мои расчеты схожи вообще с действительностью? Или вот эти непонятные все цифры в лидербордах, все это будет потом как-то на листинге переиграно, что ли? И мы с вами получим непонятные вообще цифры на свои кошельки при раздаче аирдропа. Так что эта тапалка таинственная не только в своих постах в телеграм-канале, не только в своих мрачных пейзажах внутри телеграм-бота, но и в токеномике, и вот в этом распределении вот этих токенов в лидерборде и в аккаунте нашем основном. Я вам не советую заходить в тапалки, чтобы вот так вот, как я, не сидеть, не пытаться что-то там высчитывать, и тем более, занеся сюда донат, получить гораздо меньше, чем вы сюда внесли. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.